Привет, мои дорогие! Сегодня просто затмило все, что происходит. Это обыски у Ермака. Ну, это как раз, я имею в виду, затмило даже прилет Орбана, да, в Москву и другие всякие вещи о том, что там США передала России. Там еще всякие кринжи есть, но это должно на что-то намекать. Я просто со своей стороны скажу, что это ничего не меняет. Зеленский не уволит Ермака. Даже если он его уволит, это будет просто показательно для чего-то. Но опять же, Ермак будет управлять просто через другое лицо. Как Зеленский может избавиться от Ермака или хотя бы от тех, от кого Ермак представляет свои интересы и контролирует Зеленского, если Зеленский сам назначает себе главу ОП? Главу офиса президента не назначает ни парламент, не назначает ни Кабмин, никто, ни народ. Просто сам Зеленский себе назначает его и все, главу. Кто будет главой офиса президента? И те обыски, которые происходят, по большей части это просто отвлечение внимания от того, что происходит. Потому что это слишком складно. Во-первых, их предупредили о том, что обыски будут там за несколько дней. Конечно, они там все утилизировали. Во-вторых, Ермак спокойно пишет у себя в Твиттере, ну, в Иксе, да, что, пожалуйста, проводите, все отлично, у нас разрешено органам НАБУ, да, или там антикоррупционным органам делать то, что они хотят, мы им не препятствуем. Второе, Европа поддерживает Украину дальше, ничего не происходит. Трамп даже не знает о Миндичгейте, может он знает, может ему там говорят об этом, но публично никто из американских политиков и администрации Трампа не озвучивает это. Поэтому это вообще игра ни о чем. Потому что говорят, что это дело американцев. Мое мнение, это дело внутренней элиты, борьбы внутренней элиты. То есть это Порошенко, да, вместе с Тимошенко и другими силами делает эти вещи для того, чтобы там как-то осквернить Зеленского, ну и вообще подубавить его баллы на там, грядущих выборах, можно сказать. Хотя Зеленский будет делать все, чтобы не остановить войну, только для того, чтобы не проводить никакие выборы. И как видите сами, Путин не считает легитимным Зеленского для того, чтобы вообще хоть что-то подписывать. И дает такой намек на то, чтобы убрали Зеленского. Ну и понятно, какие силы в виде Порошенко и Тимошенко пытаются его подбить. Вот через всякие там кейсы Ермака и так далее. Хотя уже Ермак спелся как и с САПом, так и с НАБУ вместе с Зеленской. Все вместе спелись. Так что ни к чему. Это просто затмевает там билборды, потому что одни забрасывают, типа как Порошенко, забрасывают через лоббистов эти статьи, другие там наоборот отмывают этого Ермака, да, и также там поддержка европейцев отмывает Ермака. Ну, короче, дорогие мои, от этого надо уходить, потому что это, знаете, когда просто берут намыленной там какой-нибудь губкой и начинают размазывать по стеклу, чтобы никто ничего не видел. Окей, поехали. США готовятся признать контроль России над Крымом и другими захваченными украинскими территориями, чтобы обеспечить сделку по прекращению войны. Это Телеграф пишет. Телеграф это делает тоже от лоббистов на самом деле. По данным источников, каких источников, никто не подтверждает. Трамп отправил своего посланника Уиткофа и зятя Кушнера с прямым предложением к Путину в Москву. Ну, там сегодня был Орбан. А Орбан, это, знаете, старый, проверенный, надежный канал по передаче данных. То есть он должен прилететь, что-то передать от Трампа, получить ответ и полететь опять передать. Потому что, как вы видите, другие каналы все прослушиваются. Они абсолютно ненадежные. То есть кто-то где-то как-то сливает в эти все издания, СМИ. И мы что получаем? От каких-то источников неизвестных выплывают всякие там и условия с 28 пунктов, и еще какие-то вещи. Поэтому, дорогие мои, тут лучше старым, надежным, проверенным способом. Он и по возрасту не молодой, так что так. Становится все более очевидным, что американцев не волнуют позиции европейцев. Теперь понятно, для чего это Телеграф делает. Они говорят, что европейцы могут делать, что хотят, сообщил один из источников. Кто такой, откуда этот источник и так далее. Ну, сегодня также там были обыски у Кулебы, это бывшего министра иностранных дел, ну, этого очкарика. Так что, окей, сейчас я вам тоже покажу фотографии паспортов российских, это у главы САП. Ну и, как говорится, ну, понятно, что это вброс, потому что это фейки.
Вот, фейки, потому что там есть белая полоса, которой нету российских паспортов, да. Ну и россияне сразу же определяют, что это не является российским паспортом. Теперь 3 версии, да, там на мнение, по мнению одного из телеграм-каналов. Версия первая. Подделка сделана по заказу силовиков Банковой. Ну, понятно для чего, да, для того, чтобы дискредитировать. То есть, получается, Порошенко через них пытается там замочить Зеленского, да, там через Ермака, а они, наоборот, такой контрудар делают через российские паспорта. Версия 2. Фейк работы российских спецслужб. Мол, Москва решила заранее обнулить любые обвинения против Клименко, заранее выдав подделку в СМИ. Но тут сразу возникает вопрос, почему тогда паспорт такой кривой. Ну, то есть ФСБ бы сделала его реальным. Так что отпадает этот фейк. И третий фейк изготовлен в Украине сторонниками НАБУ и САП. Цель – превентивно дискредитировать любые попытки Банковой обвинить Клименко в госизмене, когда СБУ начнет контрудар по антикоррупционным структурам. Ну и вот разгадывайте, да, кто есть кто на самом деле. Окей, дорогие, переходим дальше. Ну вот, то, что я и говорил, да, там Нью-Йорк Пост, обыски у Ермака создают угрозу раскола, слуги народа, Зеленский игнорирует призывы к увольнению УП. Заказ 100% от Порошенко. Понимаете, у них, у Порошенко одни СМИ, у Зеленского другие СМИ, я имею в виду офисы президента, и все вот так вот. То есть, ну, туда не стоит обращать внимание вообще. Я считаю, что это никак не влияет ни на что. Потому что настолько коррумпированная страна и настолько узурпирована, ну, Кучма-Пинчуком Зеленским, да, что вообще даже смотреть в ту сторону будет неинтересно. Окей, теперь Трамп сегодня делал несколько заявлений. Одно из заявлений это по иммигрантам, другое заявление он сегодня просто отчехвостил там одну журналистку по поводу, опять же, тех же иммигрантов. Ну, дело началось, вы знаете, да, с афганца, который застрелил двух, там одна, по-моему, девушка была, нацгвардейцев прямо возле Белого дома. Потом, как оказалось, что он сотрудничал с ЦРУ во время там афганской кампании. Вот. Ну, Трампу это не мешает, вот он выкатывает у себя статью. Даже несмотря на то, что мы продвинулись технологически, иммиграционная политика разрушила эти достижения и условия жизни для многих. Я навсегда приостановлю миграцию из всех стран третьего мира, чтобы позволить системе США полностью восстановиться. Прекращу все миллионы незаконных допусков Байдена, включая те, что были подписаны сонным, он его сонный называет сонным Джо, с помощью автоподписи. И выдворю любого, кто не является чистым активом для Соединенных Штатов или не способен любить нашу страну. Прекращу все федеральные пособия и субсидии не гражданам нашей страны. Аннулирую гражданство мигрантов, которые подрывают внутреннее спокойствие украинцы. И депортирую любого иностранца, который является обузой, угрозой безопасности или несовместим с западной цивилизацией. Но это уже относится туда, к третьим странам. Эти цели будут преследоваться с намерением добиться серьезного сокращения незаконных и деструктивных групп населения, включая тех, кто был допущен через несанкционный и незаконный процесс одобрения автоподписью. Это опять же он к Джо. Только обратная миграция может полностью исправить эту ситуацию. Кроме того, с Днем Благодарения, кроме тех, кто ненавидит, ворует, убивает, разрушает все, за что стоит Америка, вы здесь надолго не задержитесь. Это он обращается к, вы знаете кому на самом деле. Окей, вот я, наверное, на вечерний выпуск поставлю это видео, где Трамп чехвостит ее. Потому что это коротко. Это короткие новости. И-за вот этим, то, что завалено просто все Ермаком, нету ничего по сути. Я вот выбрал совсем чуть-чуть. В КНДР русский язык стал обязательным для изучения в школах с 4 класса. Смотрите, в Украине убирают, да, славянские братья, а корейцы, пожалуйста, делают у себя. Ну, как-то интересно. Теперь по поводу Ермака. И вот как это все выглядит. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал обыски у Ермака.
внимание, отметив необходимость прозрачности антикоррупционной политики в Украине. Да, типа, мы согласны, пожалуйста, пусть они приходят, пусть они проверяют. Но, по его словам, действие украинских органов должно быть понятным и открытым. При этом стратегия поддержки Украины остается неизменной, подчеркнул министр. В свою очередь, представитель Европейской комиссии Паула Пиньо заявила, что обыски у главы офиса президента демонстрируют, что антикоррупционные органы Украины выполняют свою работу. Да, потому что другие издания писали, что если не будет, там, допустим, столько прав у антикоррупционных органов, то Украину заблокируют на вход в ЕС. А тут же, это же Еврокомиссия. Дальше представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье добавил, это ясно показывает, что антикоррупционный орган действительно существует и имеет полномочия действовать, дорогие мои. Понимаете? Ну, еще что самое интересное, да, действия украинских органов должны быть понятны и открытыми. При этом стратегия поддержки Украины остается неизменной, подчеркнул министр. Это Косяк-Камыш. Знаете, стратегия поддержки Украины должна быть неизменной. Ну, о чем это говорит? Окей, вот теперь немножечко о мирном кейсе. США передали Москве основные параметры окончания войны. Обсуждение начнется на следующей неделе. Об этом заявил официальный представитель Дмитрий Песков. Основные параметры были переданы. На следующей неделе будет в Москве разговор, сказал Песков, дорогие мои. Идем дальше. Я вообще просто иногда у меня, что, знаете, это от тупизма Украины просто подрывает. Ну вот и МАГАТЭ. На Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС восстановилась выработка электроэнергии после недавних ударов по энергосистеме. Об этом заявил МАГАТЭ. Почти все энергоблоки снова работают на полной мощности, снижена только работа одного блока. Кроме того, восстановленные линии электропередач поврежденные в результате атак. О чем это говорит? Ну, типа, мы все починили, Россия, давай опять, наваливай. Ну, это просто, насколько нужно быть тупым? Типа, они хвастаются, все то, что прилетело, это типа пустяк? Ну, окей. Сейчас там, я уверен, заряжают уже вовсю. Это жесть. Поехали. Пример Бельгии. Считают, что поспешное использование замороженных российских активов могут навредить мирному соглашению по Украине. В точку. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на официальное письмо Барта де Вевера в адрес Еврокомиссии. Ну и кринж дня, я даже так сказал. Сегодня газета The Sun пишет, что Владимир Путин использует в качестве оружия эскадрилью дистанционно управляемых голубей под кодовым названием PGN-1, оснащенных мозговыми имплантами, пишет The Sun. Да, он их лично выкармливал у себя в Кремле, там специально они им сделали, где он их кормил лично. И все, вы выросли, ребята, пора вас использовать. Поехали. Это просто трешак. Так что так, дорогие мои, видите, не из чего что-то собрать. Не из чего. Потому что везде Ермак. Куда ни зайди, по 50 статей о Ермаке. Теперь сами подумайте, для чего нужен Ермак. И что это вообще за кейс. Это не кейс, который угрожает там Зеленскому. Это кейс, который прикрывает то, что некоторые батальоны убегают с линии фронта. Сегодня я читал, это я опять же на вечер, что там 225-я бригада, они в Гуляйполе не дали зайти россиянам, да, и захватить там какие-то районы. А потом показывают видео, я в Телеграм выложу эти видео, где там какие-то группы идут, я имею в виду россиян. Потом показывают, как прилетает, но россиян не видно, просто видно какого-то там лежачего и все. Вот они там этим хвастаются, что мы там остановили. Это ж все чушь. Чтобы этого не было видно, давайте Ермака. Кого еще там? Кулебу. Давайте Кулебу. Погнали, дорогие мои. Окей. Я иду дальше собирать новости. Обязательно подписываемся, кто не подписан, дорогие мои, чтобы, опять же, ничего не упустить. И я вас всех обнял.